Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Винчиторе. Меня зовут Александр. Сегодня мы разберем и сделаем обзор на долгожданную игру Farming Simulator 22. Но перед этим хотел порекомендовать вам новостной игровой сайт, там где вы первым узнаете новости по играм, их обновлениям и много других интересных новостей. Ссылка будет закреплена в первом комментарии. Итак, поехали! Есть у нас новый фермер, ну как и Farming Simulator 19. Это новый фермер, управляющий фермой, и начать с нуля. Мы выберем новый фермер. Сейчас, если вы берете управляющий фермой, дается 1,5 миллиона евро. Так, чтобы вы знали, в курсе дела были. Выберем карту, которую мы видим впервые. А это у нас вот эта карта. Да, ее выбираем. Погнали. Да, прилаживаем вот этот мод, такой нашумевший, весь крутой, блатной. Так, загрузочка пошла у нас. Здесь мы можем выбирать персонаж, да, как и в 19-й ферме. Вот, сейчас пробежимся, что у нас тут есть. Обувь, брюки, верхняя одежда, комплексная одежда, усы можно, бороду, то есть причесочка, да. Так, по персонажу оставляем тот, да, персонаж. Мы народ славянский, оставляем белый персонаж. Так, по причесочке, давайте, знаете, какую причесочку выберем ему? Ну, такого простого советского пацана. Да, вот типа вот такого плана, либо может взять такого гитариста другого плана. Колю Баскова. Вот, усы таки давайте прикрутим ему. Пускай будет нормально. Так, с одежды. Что ему можно найти с одежды? О, вот эта самая тема сейчас как раз. Период, сами знаете чего. Ладно, шутка. Байкер какой-то. Да. Вот прям какой-то Коля Лукашенко. Короче, всех политиков сюда приписываем. Вот такой стиль самый, кстати, самый-самый-самый классный. Так, и какая у нас тачка? Я вот смотрю, то, что мы же прикупили, да? И вот нам дается какая-то техника. Давайте посмотрим, что за машина. Прыгнем в машину сейчас. Такой джипик неплохой. Тракторец. Трактор у нас, да? Плугом дается нам. Вот, и с противовесом. Так, это у нас комбайн нам дается вместе с жаткой. Такой трактор нам дается, походу, малой мощности. С прицепом. И вон, смотрю, для перевозки жатки еще есть. Прицепное. Это что за трактор? Это уже средней мощности трактор. И это, походу... сеялка, наверное. Так, друзья, давайте посмотрим на карту. Какая цена формируется у нас за поля. Это, соответственно, наши поля, которые нам дали уже, да? Давайте посмотрим. Вот это поле у нас. За миллион 100. Так, ну это большое. Давайте поменьше. 243. Еще чуть вместе 244. То есть небольшие поля. 1/4 миллиона, да? Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Какие фабрики, магазины, пекарни и так далее. Так, фермерский сад, магазин. Обработка винограда. Вот, это очень хорошо, где мы будем выращивать, а потом сдавать сюда виноград на обработочку. Так, теплоцентраль на биотопливе. Это у нас, соответственно, заправка. Это у нас арендовать поезд. Лесопилочка. Плотницкая. По обработке дерева, наверное, скорее всего. По названию, если судить. Станция погрузки извести. Северный бункер. Железнодорожный. Северный бункер. Так, это у нас так само арендовать поезд. Здесь у нас где-то есть известь. На карте у нас есть известь, которую можно добывать.
Это тоже хорошо, есть чем заняться. Помимо всего этого еще и известь добывать. Прекрасно. Так, станция погрузки извести вторая. Зерновой элеватор. Прядильна на холме. На горке получается такой. Так, это у нас походу магазин. Да, фермерский магазин. Заправка опять же. Сыровяльня. То есть это сыры по производству сыров. Молока, сыров, наверное, и так далее. Пекарня, где мы будем пирожки производить. Зерновая мельница. Мукомолния, можно сказать по-другому. Так, это рынок для скота у нас здесь. И мусородробилка, и рядом для скота. Ну, интересно как-то поставили. Так, это походу наша фермерская, что у нас как бы есть, да? Так, это трактор, это наша водонапорная вышка. Ферма у нас. Сеновал. Так, это, я так понимаю, опять аренда поезда. Здесь также аренда поезда идет. Это у нас южный бункер. То был северный, это у нас южный бункер. Ну все, заправка. И биогазовый завод. Ну, как бы все мы просмотрели, что у нас предоставляется на этой карте. Так, по поводу мода у нас есть отдельное видео. Ссылка будет в описании или в подсказочке. Так, календарь урожая. Так, следующее. Погода даже дается. Вот даже у нас погода, да, как бы август 22 градуса. И так далее. Даже расписано по часам, как бы. Ну, такое искусственная погода. Интересно тоже смотреть. Март, февраль. Минус снежок типа сыпет. Очень-очень интересно по сезонам. Товары. Какие у нас есть товары, которые мы можем производить и, соответственно, продавать? Пшеница, ячмень, овес, виноград, оливки. То, что нам обещали. Все это есть. Это большой плюс. В 19 ферме этого не было. Посмотрим, как оно будет все функционировать, работать, так сказать. Что у нас еще есть? Яйца. Это как за количество килограммов. Ну, узнаем на месте потом. Шерсть. Молоко. Щепа, силость, трава, сено, солома, дизельное топливо, дорожная соль. Ну, дизельное топливо тоже прикольно. Да, по производству. Мука. То есть пшеничку раз, сдал, мукомольный заводик тебе обработал, получилась мука. Продал муку, получится дороже. Ты на этом еще зарабатываешь. Тоже прикольно. Хлеб можно производить, торты печь, масло, сыр, ткань производить, одежду производить. Так, мед, да, у нас там вы видели, да, такой есть, одежда. Пчел разводить, то есть собирать мед. Кукурузные хлопья даже, подсолнечное масло, рапсовое масло. Ну, рапсовое масло, так понимаю, для биодизеля. А оливковое масло, вообще супер. Вы посмотрите, 1000 литров получается 7. Прекрасно, ну, отбить его, да, на этом и офигеть, вообще супер. Так, изюм даже, виноградный сок можно, интересно, вино здесь нету такого, сейчас посмотрим. Салаты разные, помидоры, клубника, вернее, не салаты, а салат такой есть, овощ. Да, помидоры, клубника. Друзья, шоколад даже можно производить. Блин, это вообще... Планки, это по мебели. Мебель, ну, удобрение, да, такое жидкое удобрение это и было и в 19 ферме. Ну, мебели, планка, шоколад, этого не было в 19 ферме. Может, какие-то моды там и были, но точно я не помню этого. Так, ну это камни выкапывать и так далее. То есть очень-очень-очень много чего тут есть, где разгуляться. Офигенно. Просто супер, супер-супер. Так. Дальше по транспорту, обзор техники. Ну, это наша техника, она еще не использовалась, соответственно, ремонта здесь нету. Так, по расходам нету, так само баланс у нас 100 тысяч нам предоставили. Животных у нас нету, поэтому здесь ничего нету. Так, предоставляется уже
контракты даже у нас. Смотрите, что надо для того, чтобы, да, там опрыскиватель и так далее. Так, цепочка производства сейчас у нас нет. Так, статистика и так далее, и так далее, и так далее. То есть нету. Ничего, это стандартные настройки, такие же самые, как и в 19 ферме. Все то же самое, как и в 19 ферме. Не видел я здесь никаких как бы разницы. Пока я не увидел. Вот я просматривал, то я не видел разницу, так скажу. Так, справка. Ну, справка, соответственно, как обрабатывать, как зарабатывать и так далее. Даже снег есть, смотрите, да, по уборке снега. Все, давайте. Это мы посмотрели по поводу карты. Разобрали. Давайте комбайн наш отправим, пускай он поработает. Наймем сейчас человека на него. Нанять работника. Так, друзья, пускай этот немножко позаработает. А мы продолжим дальше смотреть. Так, по транспорту. Так же само, как и в 19 ферме у нас малые, средние, большие трактора, грузовички. Давайте, что у нас тут за грузовички есть. В данный момент пока у нас 4 грузовичка. По модам сами видели в самом начале. Я такое видео прокрутил, что там ничего нету пока по модам. Так, что у нас здесь еще? Давайте посмотрим виноградную технологию. Давайте его сблизка посмотрим. Так, друзья, в следующих видео мы обязательно создадим производство винограда. И также самое я хочу создать производство по выращиванию и сбору оливок. Это я все вам покажу. Супер, просто аж хочется прямо сейчас. Да, класс. Так, камнеуборщики у нас появились, а их не было в 19 ферме, да. Так, ну виноградная технология, это понятно, что их тоже не было в 19 ферме, но это все, что для виноградной технологии, я так понимаю, и для оливковой тоже. Так, это у нас объекты, то же самое, что и в 19 ферме. А вот по наборам, друзья, это вообще интересная тема. Почему? Как бы для новичка это вообще бомба. Смотрите, нам надо зерно. То есть, что нам дается? То есть, для выращивания зерна нужен трактор, нужен комбайн, да, нужна жатка, перевозить жатку, прицеп, плуг, посевная, сеялка, вернее, по-другому, семена, все. Все, что надо в этом наборе, это все есть. Да, для пшеницы. Например, для винограда. Что нам надо купить? Какую технику надо купить для винограда? Вот, все. Все есть. Все, что нам надо для винограда, друзья, все есть. Так же само для оливок. То есть это очень-очень полезно. Конечно, профессионал это все знает, какую нужно технику, сам себе выберет. Но для новичка отличный набор. То есть сразу купил и начинаю все выращивать. Голова у тебя не болит. А что, как, смотреть справку и так далее. Даже вот снег убирать и то. Трактор, уборочная лопата, переработка снега. Все. Круто. Вот это вообще классная тема. Кто не знает что, сюда зашли, взяли все, что надо и, как говорится, играем дальше. Так, появилась продажа БУ техники. Здесь сразу пишется, на какая цена, какие сейчас в данный момент есть техника, можно приобрести. Далее, так, это то, что у нас в собственности. Это то же самое, как и в 19 ферме было. Да, где мы можем посмотреть эти все вещи. Так, в аренде у нас в данный момент ничего нету. Модификация, дополнения, ну, в данный момент это то, что нам давалось при
покупки делались по предзаказу. То, что давалось бесплатно. Следующее. Перекупщик животных. Ну, у нас сейчас нету сарая специальных для там лошадей, либо свиней, коров и так далее. То, соответственно, мы не можем. Так, по гардеробу, опять же, можно поменять. Там, к примеру, когда там с пчелами занимаешься, взял скафандр и вперед. Так, тут наш убирает, дружище. Так, стройка. Давайте посмотрим, что у нас тут нового по строечке. Сарайчики появились, бункера, расширенные бункера, контейнеры, инструменты, коттеджи. Так, коттеджи один у нас. По инструментам, что у нас есть, что мы можем, заправочные станции, такое, да? Давайте так по-быстрому цистерны, контейнеры пробежимся. Расширенные бункера. Просто бункера можно посмотреть, да? Так, давайте посмотрим по производству, что у нас тут есть. Заводики можно поставить. Земельно, предельно, вот все ателье. То есть по пошиву одежды, так понимаю. Фабрика хлопьев, маслобойня. Если нету, мы ставим, да, для переработки оливкового масла, семечки, наверное, и так далее. То есть очень-очень классно. Друзья, обработка винограда, я думаю, тут и вино можно делать. Ну, посмотрим, посмотрим. Сок точно было. Так, дальше, не знаю, может моды дополнительные появятся. Я думаю, что что-то будет интересное, классное. Так, пекарня по производству тортов, булочек, понимаю, там хлеба и так далее. Плотницкая, как я говорил, по производству мебели. Да, обработка дерева. Так, молочная ферма, сыр, мороженое, наверное, всякие там такое, сладости, вкусняшки. Прядильня, ткани. Так, пункты продажи. Так, сыродробилка. Так, пункты продажи у нас вот пошла. Закусочная. То есть там, на чем зарабатывается бизнес, да, так сказать. Бизнес-ресурсы. Будем говорить так. Теплички у нас есть. Тепличка у нас есть малая, средняя по производству клубнички, помидорчиков и салата. Круто, 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 очень даже круто. Так, фруктовые деревья можно. Оливковая лоза и виноградная лоза. То есть, когда мы захотим производить, собирать, производить, да, виноград, то есть мы его на поле засаживаем. Либо виноградную лозу, да, засаживаем, либо оливковую лозу засаживаем. Круто. Так, так, генераторы, вот, генераторы. Так сказать, зеленая энергетика, да, как сейчас все любят говорить. Можно все поле просто забить либо солнечными батареями, либо ветровиками, да. Офигенная, короче. Ну давайте на него вот так просто, ух ты, нифига себе. Его и не видно. Его поставить, потом только ты его увидишь. Крутяк. Крутяк. Так. По животным у нас в данный момент это коровы, лошади есть, свиньи, овцы, куры. Кстати, курей я не помню в 19-й ферме. Курей не было. Или были, друзья, подскажите, напишите в комментариях, потому что я ими не занимался, поэтому как бы не помню, врать не буду. Пчел точно не было. И прочее. Что ж тут прочее у нас? Давайте посмотрим, что у нас прочее. Собачья будка, наверное. Да, будка написано. Собачья будка. Прикольно, даже тут они это усмотрели. Офигеть, круто. Круто, круто. Так, украшения. Это у нас заборы, свет. Это украшение получается. Прикольно. Я не думал, что заборы и свет, столбы это украшения. Ну,
А, кстати, света нету, видите, еще. Наверное, модов нету. Потому что они переключают только прочее, вот есть и все. Прочее, это у нас, наверное, какие-то сараи. Да, вот садовый сарай, там для лопат, как бы такое, да, как в селе. Так, планировщик. А, ну, а вот это да, это уже как в 19-й ферме. Мы выравнивали, там меняли землю, цвета, то есть, как бы, все. Так, друзья, что тут у нас? О, вот он уже почти забился. Сейчас мы его загрузим и, кстати, покажем, как работает автодрайв, то есть, который внедрили разработчики в 22-ю ферму. Очень удобно. Он, по идее, загружается, отвозится в пункт сдачи, туда, куда нам надо сдать ее, и назад возвращается на то же место, с какого места мы его отправили. Очень-очень удобно. Так, друзья, сейчас мы загрузимся и покажем, как работает этот мод, который внедрили, повторюсь, разработчики в 22-ю ферму. Итак, друзья, загружены у нас полностью. Сейчас мы его отправляем. Так, друзья, подъезжаем мы к выгрузке. Давайте посмотрим, как он будет выгружать. Что-то он поехал. А ну, падение гам, что там? 98-54 сейчас. А, все, да. И вот по идее он должен вернуться назад. Так что вот такие вот, такой интересный мод внедрили разработчики в 22-ю ферму на консолях. Подробно об этом моде, как им пользоваться, управлять, у нас есть специальное видео по этому поводу. Кому интересно, можете посмотреть, ссылка будет в описании, либо подсказочка вот тут вверху, вот сейчас появится. Итак, друзья, подведем итоги игры. Если честно, она мне очень и очень понравилась. Графика супер, такая мультяшная, знаете, ну вообще обалденная. Просто вот мне очень понравилось. С игрового инвентаря добавилось очень много полезного, того, чего не было в Farming Simulator 19. Еще один плюс большой, да, того, что нельзя было, это автодрайвер. То есть, если на ПК его мод можно было установить, то на консолях этого сделать нельзя. Разработчики внедрили его туда. Очень большой плюс. Но один минус — это сама карта, вот это расположение ее. Я могу так сказать, не очень удобно, возможно, привычная. Больше была привычная карта расположения зданий, фабрик, полей, я имею в виду. Была привычная, и менюшка была привычная больше в Farming Simulator 19, чем 22. Но я думаю, мы привыкнем все, и будет как бы еще лучше, да? Ну а в остальном, как я уже говорил, все супер, все класс. Если видео было вам полезным, поставь лайк. Если ты впервые смотришь это видео, впервые на моем канале, подписывайся, чтобы не пропустить новых видео. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.